Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович, рад записывать для вас это полезное, надеюсь, видео. Если оно, конечно, будет таковым, подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в телеграм-канале. В общем, используйте все ресурсы, чтобы становиться лучше как трейдер, потому что за последние 2 дня сигналов и скриншотов, которые я присылал трейдерам в Телеграме, получилось около $1000. Некоторые трейдеры писали, что они заработали больше, порядка $2000. Это все зависит от объема, от рисков. Но вы можете все скрины в реальном времени посмотреть в Телеграме. Ссылка на Телеграм под этим видео. Тема сегодняшнего видео – это последовательность, упорядоченность действий, потому что вы не можете стать прибыльным трейдером, не став дисциплинированным. Дисциплина равно прибыльная торговля. Чтобы стать дисциплинированным, что вам нужно? Вам нужно использовать технические инструменты, то есть вам нужно использовать паттерны, ценовые паттерны, графические паттерны, индикаторы, которые между собой, пересекаясь, образуют сделку. Сейчас мы до этого дойдем, я покажу, как это у меня выглядит по моей системе, по моим правилам, то, что я прислал трейдерам, как образуются прибыльные сделки и так далее. То есть свою упорядоченность, свою последовательность. То есть, чтобы стать прибыльным трейдером, вам нужно через паттерны, через сигналы, то есть через технический, по-другому скажу, через технический анализ прийти к постоянству. И этот технический анализ должен быть всегда одинаковым. То есть что вы смотрите в первую очередь, что идет следом, что идет следом, что идет следом. То есть как образуется ваша лучшая сделка, то есть как она выглядит. И это все, что вам нужно с точки зрения техники, чтобы стать дисциплинированным трейдером, потому что вы это сможете достаточно легко повторять, ну и затем прибыльным трейдером. Теперь опустимся чуть ниже на нулевой, скажем так, уровень. Нулевой уровень – это уровень, когда вы должны упорядочить свой рабочий день. Иначе скажу, организовать рабочее пространство. Ключевые вопросы здесь. В какое время я торгую? То есть я торгую внутри дня, например, с 16 до 19 Москвы, или внутри дня с 10 до часа. Вторая сессия, вот это с 10 до часа, это Европа, первая сессия, это американская сессия. Если мне неудобно, или я не могу каждый день приходить в одно и то же время, работа, бизнес, дела, все что угодно, неважно. Хорошо, тогда я беру часовые, 4-часовые графики, или, может быть, дневные, и становлюсь таким позиционным трейдером, когда у меня сделка висит несколько дней. А бывает такое, что трейдер, он хочет стать внутри дня, но он не может внутридневным трейдером, но у него нет времени. То ему к зубному надо, то ему надо, то он сегодня смог, завтра по делам поехал и так далее. Все начинается с отношений. Я понимаю, трудно относиться к трейдингу. Например, вы хотите стать трейдером, но трудно относиться к трейдингу ровно так, как вы относитесь к своей работе, к своему бизнесу, потому что пока это не приносит деньги, либо наоборот забирает деньги. Поэтому все ваше внимание или приоритеты, которые вы расставляете, вы отдаете предпочтение больше своей работе, бизнесу. Поэтому, когда вы там заняты или вы там нужны, вы идете туда, а трейдинг, ладно, сегодня не могу, нет времени, завтра приду. Поэтому вам нужно кардинально изменить свои отношения, несмотря на то, что трейдинг вам сейчас не приносит каких-то дивидендов. Очень-очень важно. И вы уже себя вставите в положение, когда вы относитесь к трейдингу так же, как к своей работе, в положение прибыль. Вот здесь, в первую очередь, ваше отношение меняется. Понимаете? Вы инвестируете свое время, вы инвестируете свое внимание, и вы относитесь уважительно к тому, что вы делаете, и это очень-очень сильно вам поможет. То есть упорядочивание рабочего пространства. Оно начинается, в первую очередь, с отношения. Ровно такое же отношение, как вы относитесь к любым другим важным для вас вещам. Второе – это организация работы. Какие таймфреймы вы торгуете. Я сейчас покажу свой шаблон. Вы можете просто у меня скопировать. Просто у меня скопировать то, что делают наши трейдеры. Не скопировать мое поведение, а скопировать базовые вот эти элементы. Да? Что я торгую, когда я торгую, потому что это уже отработано, все годами. Не только мной и другими трейдерами. Вот в какое время, промежутки. И затем мы уже перейдем к тому, как упорядочить, это уже последний, финальный этап, как упорядочить свои принятия решения, то есть вход в рынок, управление позицией и так далее. Это самый последний этап. Нулевой уровень – это как раз организация рабочего пространства. Уровень второй – это через технический анализ, через правила, визуальные сигналы, которые я вижу на графике, прийти к решению. Таким образом, делая это постоянно, вы становитесь более системным, дисциплинированным, потому что вы знаете, что вам нужно делать у правого края графика,
у вас есть ясность, прозрачность действий, а когда вы знаете, что нужно делать, эмоциональный градус ниже, меньше страха, меньше сомнений, потому что вы знаете, вы не думаете, вы не чувствуете, вы знаете. То есть это тот уровень, который позволит вам, тот уровень осознанности, который позволит вам зарабатывать деньги. Угу. Зафиксируйте. Очень-очень важно, ставьте лайк, если полезно и интересно. Следующий этап – это как раз технический анализ, но давайте для начала я расскажу, как я торгую. Это уже годами тоже отработанная схема для меня. Я торгую в американскую сессию. Американская сессия 16-19 часов Москвы плюс-минус полчаса в зависимости от лето это или зима по московскому времени. Если вам неудобно это время, есть Европа с 9:30 до часа дня. Неудобно это время, внутри дня не можете, есть позиционная торговля, дневной график, 4-часовой график, но там сделка будет, естественно, дольше висеть. Я торгую только интрадей, меня не интересует, что там глобально будет на рынке. Второе, что я торгую, какие символы? Это возможно, рынок акций, например, если вы торгуете с 10 до часа по Москве, это могут быть российские какие-то символы, российские инструменты, РТС, доллар, рубль, фьючерсы, Сбербанк и так далее. Первое. Второе, если вы торгуете в американскую, это могут быть какие-то сырьевые активы, например, золото, нефть и так далее. В моем случае это индекс NASDAQ, это золото и нефть. Три гиганта, то есть выбор инструментов очень просто делается для внутреннего. То, что двигается, то, что активно ходит, чаще всего то надо торговать. В американскую сессию ходят индексы, золото, нефть. Это самые важные, самые главные символы. Для, например, российского рынка могут быть другие символы. Тоже основные, кто там РТС, может быть доллар-рубль, валютная пара, может быть какие-то крупные акции, там Сбер, Газпром, нефтяные какие-то компании. То есть мы выбираем символы, и обычно это 3-5 символов по критериям волатильности, то есть которые наиболее часто ходят. То есть это всегда одни и те же символы. Нет такого, что по NASDAQ, по золоту ничего нет, дай-ка я посмотрю на фунт-доллар, например. Да, то есть я не торгую фунт-доллар постоянно, дай-ка я посмотрю, потому что мне надо торговать. Нет, постоянно одни и те же символы, один и тот же таймфрейм, рабочий какой таймфрейм, минутный график. Угу. Минутный график рабочий. Это может быть 5 минут, это может быть ваш таймфрейм. И время 16-19 Москвы. Теперь, как только мы с этим определились, мы уже об этом не думаем. То есть мы каждый раз знаем, что когда нам надо приходить, что мы торгуем, у нас это все уже постоянно, когда мы открываем терминал, у нас это есть на графике. У нас нет каши, там этот символ, тот таймфрейм. Мы сразу знаем, с чем нам работать. Это очень важно, трейдеры, зафиксируйте себе. Если вот это не сделать, о какой прибыли можно говорить? Многие трейдеры это считают настолько банальным, чтобы не уделять этому время. То есть для них это банально, поэтому я это убираю. Это для меня не важно. Потому что я и так это в принципе знаю. Но на каком-то уровне знаний. На уровне того, что просто я это знаю, или это реально имеет какое-то практическое внедрение в вашу торговлю. Угу. Подумайте об этом и обязательно внедрите. И некоторые трейдеры, которые ко мне ходят не год, не 2, не 3, есть трейдеры, которые посещают онлайн-торговлю 5. Я иногда им говорю, что вы не устали, 5 лет. Онлайн-торговли, я имею в виду, посещают даже больше, потому что онлайн-торговля существует почти 7 лет. Если вы не знаете, то я вам рассказываю сейчас. И они говорят, что только благодаря онлайн-торговле, потому что она начинается в одно время. Я постоянно прихожу, я стал системным, я стал дисциплинированным, потому что я знаю, что мне надо приходить в это время, то, что сейчас Аркадий, другие трейдеры тоже будут. И это тоже один из стимулов для того, чтобы работать, потому что одному, например, где-то в своей кубышке закрыться, спрятаться, довольно сложно. Вам нужна поддержка сообщества или, возможно, наставник или наставники, которые бы вас немножко направили туда, куда нужно, туда и к тому подходу, который работает. И сегодня я постараюсь это сделать именно в таком видео. Оно, может быть, чуть будет длиннее, чем обычно, но оно очень полезное, поэтому если вы со мной согласны. Итак, теперь мы перешли к технической части. Техническая часть – это как раз, что нам нужно делать, последовательность событий, что нам нужно увидеть. Что первое вам нужно увидеть на графике, задайте себе вопрос, если у вас уже есть определенная рутина, система, стратегия. То есть вы открыли свой рабочий таймфрейм, что вы там ищете? Что должно быть первым условием, чтобы вы обратили туда внимание? Угу.
Очень-очень важно. Первое, зафиксируйте. Второе, делаете ли вы предварительный анализ? Вот это самая большая, вот, я не знаю, не помещающаяся в мой экран камера, большая ошибка трейдеров, которые приходят на рынок, они там имеют систему, получили систему, скопировали, скачали систему. Мне иногда спрашивают: Аркадий, а где скачать робот ваш? Вот робот Trend IQ, у вас есть робот такой? Вот у меня есть робот, называется Trend IQ, стратегия Trend IQ. Я его недавно, кстати, протестировал за 11 лет, за 11 лет, да, за 11 лет, с 2011 года, и он очень-очень стабилен. Меня иногда спрашивают: Аркадий, а где скачать? Нигде не скачать. Скачать нельзя просто. Это как прийти в салон автомобиля и автосалон и сказать: а где у вас скачать машину? Где можно скачать ее? Вот, примерно так это, да? Вот, неважно, вы скачали какую-то систему, создали свою систему, неважно, есть ли в ней предварительный анализ, или вы просто садитесь и торгуетесь, не торгуйтесь, вы торгуете по сигналам. Да? Если вы просто торгуете по сигналам, это слив. Вам нужно быть подготовленным к тому, чтобы торговать по сигналам. А что значит быть подготовленным, чтобы торговать по сигналам? Это знать, в каком направлении вы будете торговать преимущественно, куда вам смотреть, какие сигналы, да, вам нужны, например, на пробой, на разворот или на коррекции, да, и потом это внедрять на своем рабочем графике. И я это делаю каждый день, несколько примеров есть в Телеграме, тоже подпишитесь, посмотрите, когда я составляю предварительный анализ, и потом стараюсь в этом направлении торговать всю свою сессию. И не важно, что он там правильный, неправильный. Если он неправильный, я, скорее всего, не буду участвовать в сделках. Если он верный, то я заработаю деньги. Вот и все. Таким образом я получаю преимущество. И чтобы получить преимущество, я перехожу на daily график и анализирую определенные параметры. Я анализирую, куда направлен рынок в первую очередь, да, это вверх или вниз, очень важно, и где мои ключевые уровни для работы. В частности, это уровни максимум-минимум предыдущего дня, текущего дня, и я смотрю, как цена торгуется возле этих уровней. Затем я могу перейти на младший таймфрейм, после дневного на часовой, и уточнить некоторые детали своей работы, в каком направлении мне вставать, уровни, может быть, поточнее и так далее. И затем я перехожу на минутный график, и там уже моя система подсказывает мне точку входа, время входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, чтобы максимально быть точным в исполнении, потому что если вы не вовремя вошли в рынок на минутном графике, или вы, скажем, не проанализировали то, что происходит на более крупном таймфрейме, у вас нет ключевой идеи, то вы будете не на той стороне рынка, но и постоянно будете удивляться, почему так, почему я зашел, цена пошла против меня, а потом, когда я вышел, она пошла в мою сторону, да, там маркетмейкер, там какой-то крупный игрок засел, там мои стоп-лоссы видят и так далее. То есть 1001 причина, но никак не причина в том, что трейдер не посмотрел на старший таймфрейм, никак дело не в том, что я не знаю, какой мой план на сегодняшний день, я просто пришел, открыл график, увидел сигнал, начинаю торговать, или вообще у меня нет системы, я просто посмотрел, ну вот сегодня я вижу поглощение, завтра я вижу треугольник, потом я смотрю и вижу индикатор перекупленности, там, кажется, можно торговать, в принципе, да, неплохо, понимаете, что от такой торговли никакого профита и результата не может быть. Поэтому здесь тоже нужна упорядоченность, и она в первую очередь начинается с ключевой идеи. То есть мы смотрим на старшие графики, анализируем и уже приходим с готовой идеей на нашу торговую сессию. Я это все показываю трейдерам, потому что я понимаю, вы новенький, впервые, может быть, смотрите это видео, либо в интернете нашли, или вы вообще новенький трейдер, или вы вообще не трейдер, но только хотите этим заняться, и вот у вас, может быть, голова такая: мне надо это все сейчас оценить. Не надо все это оценивать. Вы можете это просто взять и скопировать элементарно, а потом уже у вас появится свое собственное видение, свои какие-то нюансы, параметры. Более того, у вас уже есть готовая схема, то есть я это показываю в своих видео, тренингах, обучающих материалах, я показываю, как это делать, на что я смотрю, и вы можете элементарно это взять за основу, а потом уже, то есть поехать немножко, сначала, не изобретать велосипед, неизвестно, поедет, не поедет, а сначала поехать, а потом уже разгонитесь по ходу, наблюдая и, может быть, дополняя, или там, скажем так, прокачивая свой подход и свой трейдинг. Итак, теперь перейдем к конкретным сигналам, которые были в пятницу. За четверг я тоже разбирал. Если вы хотите увидеть реальный момент сделок, пожалуйста, в Telegram, там вот скрины все были. Мы сейчас этим заниматься не будем. Итак, первая сделка, которая была вчера, эта сделка была одна из первых сделок.
Это сделка по индексу NASDAQ, потому что чуть ранее была по WTI. Нефть. План очень простой. Когда лучше торговать NASDAQ? Понятное дело, когда он открывается. Это где-то 5 часов по Москве. Сессия открывается 5:30, ну, с 5 лучше уже смотреть. То есть вы желательно должны быть у экрана. Соответственно, вот когда сессия открывается, вот всегда какое-то движение есть. Всегда. Это очень удобно, потому что тот момент, когда вы можете максимум заработать за меньшее время. Понятно, что не каждый день будет там дикий, сумасшедший, некоторые дни вообще непонятные, вот как, например, пятница. То есть вот оно 17:30 по Москве, вот он начинается торговля, очень такая нестандартная сессия, шумноватая, да, долго рынок топтался на месте, почти 15-20 минут, никаких телодвижений не было, но что мы видим перед этим? Мы видим, что рынок падал, потом образовал поддержку. Вот здесь мы видим уровень поддержки, 1, 2, 3, 3 точки касания. Да? Мы знаем, что для хорошей поддержки нужно 3 точки касания. И вот здесь происходит кое-что, что входит в мою систему, и то, что я использую повсеместно. Вот просто это как для меня грааль. Вот если хотите так назвать, то называйте это так. Это грааль трейдинга моего собственного. И для некоторых моих студентов это стало тоже своего рода грааль. Почему? Потому что это работает. Почему? Потому что это повторяется. Почему? Потому что это легко, скажем так, распознать, это не сюда, это не к теме трейдинга. Никого мы опознавать не будем, распознавать, да, распознать в моменте это увидеть и сыграть в ту сторону, в которую указывает система. А система указывала вот здесь в сторону buy. Я писал трейдерам и делал скрин еще за несколько минут до самого события. Да, я обратил внимание на то, что тренд-фильтр желтый вот здесь, это первое условие. Второе условие, смотрим вместе со мной, это пробой черных точек, то есть тренд-фильтр желтый после красного, пробой черных точек. Видим или нет? Отвечаем на вопрос только да или нет, только положительно либо отрицательно. В этом соль того, что я говорил в самом начале, последовательности, очередности событий, которая приводит вас к решению. Что я вижу постоянно на графике, одно и то же. То есть какая моя последовательность, упорядоченность, чтобы у меня не было там, я не думаю здесь, а мы сейчас пробьем, идем вверх, или сейчас мы пробьем, идем вниз. Кажется, пробиваем вверх, пошли, давай. Нет такого. То есть я знаю четко, что мне нужно увидеть. Иногда действую, да, чуть более агрессивно, чуть более осторожно. Это зависит от других факторов, например, от рынка самого, каких-то еще моментов, но это уже другое, это, скажем так, какие-то штрихи на основной картине. То есть это важно, но не в этом соль. Мы видим тренд-фильтр желтый, причем, что любопытно здесь, он стал желтый очень рано. Здесь, посмотрите, какой тренд. Кстати, вы можете обратить внимание, что и здесь наш тренд-фильтр становился желтым, мы пробили мои белые точки волатильности, и начался медвежий рынок. Это было до моей сессии. То есть это тенденции, закономерности, которые вы регулярно будете наблюдать. Именно это я отсматриваю в своей системе. Ничего более, как основу принятия дальнейших решений. То есть у вас должна быть основа, ключ, фундамент, как угодно, который позволит вам принимать решения. Так вот, здесь мы видим тренд-фильтр желтый, пробили черные точки. Да, это уже образует для меня или формирует у меня вот здесь потенциальную идею. Лонг, Аркадий, еще лонг. Затем мы видим вот этот сигнал. Это еще более усиливает мои ожидания в том, что цена пойдет вверх, если TC Sell сигнал не увидят, а обновят. То есть это говорит о том, что buy, потом появляется TC Sell как сигнал силы. И если, например, продавцы сильны после TC Sell сигнала, мы должны обвалиться, но здесь этого не происходит, мы даже не уходим ниже вот этой большой сигнальной свечи. И вот здесь, вот в этой точке место дисбаланса, где бык перехватывает инициативу. Откуда я это знаю? Потому что это тысячи раз репетировал. Это за десятилетнюю историю протестированные методы, да, в которых нет никаких сомнений в том, что они работают, и каждый трейдер в этом может убедиться. Да, достаточно к нам подключиться. Йоу. И здесь я начинаю покупать, и рынок замирает, стоит, что не свойственно. Это говорит о том, что рынок очень слабый, как я тоже отмечал в скринах, которые писал в Telegram. Открытие было всего лишь 35 пунктов. Это очень мало для NASDAQ. Тоже вопрос к тому, когда ты торгуешь долго один инструмент, ты знаешь, что для него много, что для него мало. Когда он в хорошей форме, когда он сонный. Да? Поэтому я сказал, торгуйте одни и те же символы, будьте постоянны в этом.
Так вот, здесь у меня состоялся buy, причем даже чуть раньше, но когда уже цена стала уходить выше вот этого TC, вероятность значительно возросла, что мы можем представить выше. Я взял здесь небольшой профит, все-таки очень медленный рынок, потом мы видим, рынок пошел выше, да, можно было еще заработать до вот этого уровня сопротивления, вот здесь красный уровень проходит, но тем не менее логика принятия решения, она очень простая, и она повсеместна. Иногда после таких сигналов мы видим просто сумасшедшие тренды, иногда очень локальные тренды. Дело не в этом. Вопрос в том, что если он будет, этот дикий тренд, или рынок взорвется после этого, то мы точно его поймаем. За счет того, что мы заранее, на раннем этапе развития этого тренда знаем, как эта ситуация выглядит. Очень важно. Затем мы видим интересную ситуацию. Вот здесь снова происходит пробой FIB-DAX. Это уже было после. Я здесь не торговал, но показываю вам, что вы видели, как выглядят точки дисбаланса. Здесь мы видим пробой FIB-DAX, TC-Sell. Как только стали пробивать TC, несмотря на уровень, рынок взлетел. Посмотрите на эти дисбалансы. Да, точки дисбаланса. Теперь идем к следующему символу, это нефть, там тоже был трейд, один ключевой сигнал тоже пришел из такой же ситуации. Пробили FIB-DAX, черные точки, да, здесь наш тренд-фильтр пожелтел, причем смотрите, где он пожелтел, видите, он пожелтел еще до взрыва, да, до вот этого пробоя. И вот мы видим TC-Sell точь-в-точь, как по индексу NASDAQ. Здесь рынок стал пробивать, я сразу купил. Мои тейки были даже чуть выше, но я закрылся прямо здесь. Почему? Потому что рынок уперся в ключевую зону сопротивления. Если в этот момент посмотреть на часовой график, то мы увидим, что рынок уперся вот здесь в ключевой уровень. Я здесь вышел. Ну и потом мы видим, снова рынок стал расти, но это было уже после моей торговой сессии. И мы видим одни и те же комбинации. И еще одна позиция, она не вошла в эфир, она не вошла в мои скриншоты в Телеграме, причем это произошло очень быстро, и мне, это золото, минутный график, мне на самом деле трейдеры часто задают вопросы, связанные с психологией, вот иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, это нормально абсолютно, чем дольше я торгую, тем реже, но иногда такое бывает, когда у тебя есть определенное убеждение, вот как-то оно возникло, вот, ты себе в голову вдолбил, что там рынок дальше может не пойти, он уже слишком далеко зашел, да, он слишком высоко. Бывало у вас такое? Или, ой, все, мы на полу, все, сейчас разворот, а он еще нахер пробивает пол и падает. Бывало такое? Ну, скорее всего, да, есть, да, лайк. Вот, и у меня такое вот по золоту эти дни было, я упрямо не хотел покупать. Я и не лез в шорт, да, так сильно, да, особенно вчера. Но я не хотел покупать, и хотя мне система просто кричит: Аркадий, давай уже покупай. Сколько мог, кричит во всю систему, а я вот как остолбеневший, потому что мое эго, ну я же решил, все, я же не сказал, что уже высоко, значит высоко. Хотя все, и рынок, и система, все говорят вверх, только вверх. Вот. И мне было трудно, но я принял это решение, оно было молниеносным, да? И тоже по такой же схеме. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас тренд-фильтры желтый, то есть я смотрю на тренд-фильтры как гид по вот этим циклам рыночным, да? Это очень важно. Потом мы видим здесь TC-Sell сигнал. Вот здесь, видите, да, максимум TC отметим. И еще что здесь важно для такого сигнала, близость моих FIB-DAX, точек волатильности, потому что FIB-DAX это точки, основанные на Fibonacci и основанные на волатильности, естественно. Соответственно, чем они ближе к ценам, тем это говорит о том, что компрессия наблюдается, сужение волатильности, могут взорваться. Особенно, когда это происходит в связке с моим тренд-фильтром и TC-сигналом. И обратите внимание, все, что я показываю, вы видите на графике. Я не выдумываю, я не беру это из своего какого-то ощущения или моих мыслей. Мысли мы выражаем в начале до торговой сессии, когда анализируем дневной, 4-часовой или часовой график, когда строим торговый день. Там мы можем все высказать, все вывернуть, всего своего аналитика. И это никак не будет влиять на наше решение. Но когда наш аналитик врубается, влезает в наше решение, когда нам нужно его принимать, прямо у правого края графика, когда все уже вот-вот готово, тут начинается думать, так, сейчас поанализирую, сейчас перейду здесь в моменте туда, то теряется внимание и в итоге теряется хорошее решение. Поэтому выпускайте аналитика до торговой сессии, и вам будет намного легче, потому что вы уже все, вы пусты и готовы к реальным рыночным условиям, реальной торговле. И вот здесь мы видим TC-Sell, мы видим, рынок стал пробивать максимум
моего TC-сигнала, я еще смотрел, и вот здесь я инициировал позицию, основываясь не только на самом пробое, но и о том, как себя ведет цена. Видим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, точнее 5 подряд бычьих свечей, плюс вот эта свеча бычья, она закрылась на своем максимуме, мои FIB-DATS активны, точки волатильности, я здесь покупаю, беру быстрый профит на ретесте вот этого уровня, да, это получилось порядка 40 пунктов, да, и все, можно было дольше посидеть, но я говорю, мне здесь приходилось немного сопротивляться, бодаться со своим эго, потому что эго говорило нет, не надо покупать, уже мы и так далеко зашли и так далее, но такое бывает, это нормально, да, я это осознаю, но это часть торговли, мы люди, и хоть и трейдерам этот скрин не скидывал, потому что все там было несколько минут, зашел, вышел, да, но тем не менее. И обратите внимание, как вот эти все ситуации, они похожи. Да, вот про что я говорил, упорядоченность действий, и в этом может помочь только система, в частности система Cluster Trader. Если вам интересно и вы хотите подключиться, ссылка под этим видео, на Telegram тоже под этим видео, и встретимся с вами уже в новых тренингах на новой неделе. До свидания, до связи, пока.